Начнем со срочной новости, которая отлично подходит к теме ролика. В Нижегородской области совершено покушение на Захара Прилепина. В его машине сработало взрывное устройство. Водитель погиб, сам Прилепин госпитализирован. Для тех, кто не в курсе, Захар Прилепин в прошлом был достаточно успешным писателем, а с 2014 года капитально поехал на теме русского мира. Причем постами в соцсетях Прилепин не ограничивался. Он ездил воевать на Донбасс, где, по собственному признанию, убил очень много людей. Ныне Прилепин – Z-активист, один из виднейших евангелистов войны. Из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто полный просто галимый беспредел. Просто вот, что мы вытворяли. Как и всегда в таких случаях, совершенно бессмысленно обсуждать версии. Когда речь идет о пропагандисте-боевике, то верный ответ на вопрос «кто» будет кто угодно. Украинские спецслужбы, конкуренты за распил бюджетов на пропаганду, родные чекисты, индивидуальные украинцы, местные партизаны, бывшие сослуживцы. За идею, за бабло, за обиду, за месть или по мотивам личных неприязненных отношений. У каждого из этих певцов войны список потенциальных убийц и поводов их убить длиннее, чем Транссибирская магистраль в километрах. У людей нашего фланга на этом месте начинаются всякие этические метания. Как относиться к покушению на того, на ком клейма ставить негде? На того, кто хвастался убийством людей? На самом деле ответ тут прост. Забудьте про Прилепина. Просто исключите его из уравнения, он там не важен. Вопрос не в личности Прилепина, которая ничего кроме омерзения вызвать не может. Речь о простом факте. В Нижегородской области подорван автомобиль, один человек погиб и один ранен. А до этого было подорвано кафе в Питере. А еще до этого была подорвана машина вместе с Дарьей Дугиной в Москве. За прошедший год страна, в которой до того последовательно снижались все маркеры насилия, начиная с уровня убийств, стала поставлять новости как какой-то бедственный африканский failed state. Покушения средь бела дня уже никого не удивляют. Так много самых разных людей и групп интересов сейчас учатся решать любые проблемы насилием. Столько в страну течет оружия, боеприпасов и взрывчатки, что нет вопроса, будут ли новые покушения. Есть только вопрос, когда, кто, на кого и как. Не надо фантазировать ни о каком развале России руками каких-то иностранных спецслужб. Ему просто неоткуда взяться. А вот реальные последствия войны, они у нас перед глазами. Чем дольше будет идти эта война, тем больше будет насилия внутри России. Тем она будет хаотичнее, тем сложнее будет понять, кто с кем и за что воюет, кто кого и за какие дела взрывает. Когда у тебя сотни тысяч людей по всей стране научились хорошенько убивать, когда с фронта приплыло столько оружия, что купить его проще, чем iPhone, когда такой способ решения проблем стал привычным, зачем решать спор за участок под строительство через долгое и дорогостоящее судебное разбирательство, если его можно решить дешевле и быстрее растяжкой в подъезде конкурента? Мы своими глазами видим, что раскрутить маховик насилия – это как позавтракать. За год вообще в легкую. А запихивать этого джина обратно в бутылку мы будем десятилетиями с вами. Страны Латинской Америки тому печальный пример. Достаточно один раз по любой причине выпустить насилие из-под контроля и все, пиши пропало. Потом уже неважно, беднее вы или богаче, полная вы демократия, с изъянами или вовсе диктатура, уровень убийств у вас будет как при гражданской войне, а похищение людей ради выкупа станет нормальной формой малого предпринимательства. Прилепин ни для кого и ни для чего не важен. Если он доживет до эпохи перемен, то пойдет под суд за военные преступления, в которых сам с удовольствием признавался. Сядет в тюрьму, и мы забудем, как его звали. Важно то, что Путин в целом нахеровертел в стране. Причем совершенно с ровного места нахеровертел. Прилепина-то посадить не проблема, но устоявшуюся практику мочить людей направо и налево мы в тюрьму не посадим. Мы ничего не сделаем с теми сотнями тысяч, которым человека убить проще, чем за хлебом сходить. Мы ничего не сделаем с тем, что Путин наплодил кучу организованных банд, которые, вернувшись с фронта, пойдут резать друг друга, обкладывать данью бизнес и торговать оружием. Если эта кровавая авантюра затянется, мы получим страну в таком состоянии, что 90-ми можно будет людей только смешить. Что с этим потом делать, еще и при тотальном разложении силовых органов? Как страну снова привести в норму, чтобы на улицах не шли бои за дележ автомойки? Вот этот вопрос нам задает каждая подобная новость. А насчет Прилепина переживать не надо. Пусть его персональное дело суд разбирает. Нам не о Прилепинах надо думать, а о стране. О стране, где взрыв машины средь бела дня уже скоро станет обыденной новостью, как ДТП. Теперь перейдем к основному нашему сегодняшнему ролику.
Мы живем в такое время, когда любая сенсация остается сенсацией максимум на несколько дней. А потом обязательно происходит нечто, на фоне которого предыдущая невероятная и невозможная новость переходит в разряд обыденности. Помните, как все изумлялись, когда первые украинские беспилотники стали проникать вглубь российской территории? Когда под обстрелом оказывались уже не Белгородская и Курская, а Саратовская область? Когда дроны стали падать в Подмосковье? А потом дрон прилетел в Кремль. Называть на этом фоне новостью очередной взрыв очередного нефтехранилища как-то язык не поворачивается. Эта война нормализует все. О первой бомбе, упавшей с российского самолета на российский же город, написали все, а второй уже меньше. А о том, что нашли еще и третью, не знает почти никто. Такая теперь жизнь. Российские самолеты порой теряют бомбы над российскими городами по полтонны весом. Но даже на таком фоне месяц май бьет все рекорды. Украинское контрнаступление еще не началось, но угроза его настолько реалистичная и ужасающая, что уже оказала психологический эффект на российскую сторону. Пока жители оккупированной части Запорожской области в прифронтовой зоне спешно эвакуируют, российские войска решают другую важную задачу – ищут виноватого. Того, кто будет отвечать за поражение. Мы об этом вчера сказали кратко, но стычка Пригожина с Министерством обороны слишком важная тема, особенно в моменте, чтобы не поговорить о ней еще. Ведь она не только демонстрирует формат отношений в российских войсках, но и открывает то, что руководство этих самых войск думает о своем ближайшем будущем. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Понятное дело, что наезд на генералов – это совсем не наезд на генералов. Истерика Пригожина направлена в адрес Путина. Только Путин может решать, у кого будут снаряды, а у кого их не будет. У кого будут деньги и у кого будут люди, а у кого нет. На каком уровне принимаются решения о вседозволенности какого-то частного лица? Что какому-то гражданскому разрешено с ноги открывать ворота в любую зону, разгонять надзирателей и забирать кого хочет с режимной территории? Кто отдал приказ о том, чтобы оружие и техника безо всяких документов систематически выдавалось со складов незаконному вооруженному формированию? Кто вообще выдал Пригожину все те привилегии, которые у него есть? Это только Путин. Никакой генерал, никакой министр не мог принимать такие решения. Никто, кроме Путина, не мог сказать, вот для этого человека законодательство Российской Федерации перестает существовать. Никто, кроме Путина, не мог приказать МВД, ФСИН и Минобороны работать на Евгения Пригожина. В обратную сторону это работает точно так же. Никто, кроме Путина, не мог забрать у Пригожина то, что Путин ему дал. У Пригожина заключенных не отобрали, снарядов его не лишили. Лишь один конкретный человек мог отобрать у него заключенных и лишить снарядов. Убедили ли его генералы, поддался ли он на чьи-то манипуляции или сам разочаровался в Пригожине, испугался, может, его. Это все не так важно. Важно, что Путин и только Путин мог поставить Пригожина в положение, из-за которого тот истерит, скулит и жалуется. Война – это не то время, когда кто-то из вертикали рискнет пойти поперек команд начальника. Пригожин знает, кто его папочка. От кого он зависит. Он понимает, что ни Шойгу, ни Герасимов не могут у него ничего забрать, ведь они ему ничего не давали. Они в этой схеме люди глубоко технические. Их задача левые сметы подписывать и плевки со своих объемных лиц вытирать. Решения они не принимают. Поэтому у Пригожина настолько истеричный тон. Он явно переходит черту, чтобы в любом случае попасть Путину на глаза. Ведь такой скандал не может пройти мимо путинских глаз. Путин в любом случае узнает, что его генералов публично макнули в чан с нечистотами. И Путин поймет, что имеются в виду никакие не генералы, а он лично. Путину придется принимать какое-то решение. Он не может игнорировать эту ситуацию. Перформанс Пригожина преследует одну лишь цель – поставить Путина в безвыходную ситуацию. Разумеется, подобные высказывания чрезвычайно опасны для жизни. Но это то, что в футболе называют фол последней надежды. Тирада Пригожина – это жест отчаяния, когда терять уже нечего. Его выбор до предела простой. Либо у Пригожина получится Путина запугать и обмануть, и тогда он вернет себе все привилегии, снаряды, заключенных и особое положение для группы Вагнера, либо группа Вагнера прекратит свое существование под напором ВСУ, а значит прекратит свое существование и сам Пригожин. Короче говоря, Пригожину сейчас до смерти 4 шага.
Причем в любую сторону. Или Путин свернет ему башку за вопиющую утрату берегов, или Пригожин лишится своих войск, а тогда так и так погибнет. Казалось бы, на такой демарш должен последовать консолидированный ответ. Ну, не может авторитарная власть настолько явно и публично получить по мордасам и просто промолчать. Казалось бы, Пригожина уже должна рвать на куски пропаганда. Но ничего подобного не происходит. Z-Telegram настолько офигел от происходящего, что просто замолк. Ведь никакой официальной линии партии, которую можно было бы почувствовать и сориентироваться, тут нет. Официальная пропаганда тоже молчит в ожидании свежей методички. А Сергей Миронов, который не просто твиттерский клоун, не просто глава фракции в Госдуме, но еще и конъюнктурщик с огромным стажем, способный кожей почуять политический момент, так вот, он и вовсе выступил на стороне Пригожина. Единственное, что можно считать публичным и официальным ответом Пригожину, это ролик Министерства обороны. Там перед Шойгу выставили рядами десятки танков и боевых машин в чистом поле. Инженер-строитель по образованию, ни дня не служивший в армии, все это осмотрел с видом прожженного эксперта и потребовал держать вопросы обеспечения войск на особом контроле. Надо думать, так и выглядит новая нормальность. Российские военные формирования теперь общаются между собой посредством видеороликов. То есть, не между собой, конечно. Видеороликами они обращаются к Путину. Пригожин говорит: все пропало, ничего нет, полная катастрофа, дайте снарядов. А Шойгу выставляет технику как на парад, чтобы показать, что все в порядке. Что на самом деле все есть, всего в избытке. Настолько в избытке, что в условиях жесточайшего дефицита техники и боеприпасов можно невесть куда пригнать пару танковых батальонов, чтобы покрасоваться на их фоне на видео. Блефуют все. Блефует Пригожин со своими угрозами немедленно сняться и уйти из Бахмута. Блефует Шойгу, выстраивая вереницы техники безо всякого смысла. Блефует Кадыров, говоря, что его силы могут заменить в Бахмуте пригожинские. Мы наблюдаем изумительный публичный диалог, каждый участник которого хочет доказать самому главному начальнику, что проблема не в нем, что верблюд на самом деле его оппонент. Понятно, почему Z-Telegram и официальная пропаганда тут синхронно заткнулись. Потому что хорошей версии в этой ситуации просто не придумаешь. Это совершенно беспрецедентная фигня. Тут речь не о том, что фронт посыпался в результате наступления противника. Тут речь о том, что армия посыпалась в ожидании этого наступления. Тут речь о том, что разные военные группы заранее готовятся выставить друг друга виноватыми в провале. Потому что именно так и есть. Похоже, вообще никто не сомневается, что в ближайшее время территория Российской Федерации, зафиксированная в Конституции, вновь сократится, причем существенно. Поэтому с разных сторон и обращаются к Путину. Потому что не вопрос, что сократится и сократится ли. Вопрос, кто будет в этом виноват. И виноват будет либо Пригожин, которому все дали, все разрешили, во все места поцеловали, но который за все время не смог ничего и не преуспел ни в чем, помимо собственного пиара и бесконечных понтов. Либо виноваты будут Шойгу с Герасимовым, которые так доруководились и так докомандовались, что армии воевать нечем и неким. Поставьте себя на место пропаганды и попробуйте тут выкрутиться. Попробуйте изобрести такую реальность, где это все нормально. Где вот так выглядит воюющая армия. Тут остается только молчать и обтекать. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понимать. Пройти путь от второй армии мира, которая берет европейские столицы за пару дней, до вот этого, которое непонятно как назвать, это действительно выдающееся достижение. И пропагандистам сложновато это объяснить. Ведь совершенно не важно, кто победит в этой склоке и кто доберется до государевого уха первым. Генералам ли дадут отмашку прогнуться под Пригожина и сделать все, что тот хочет. Или ГРУ дадут отмашку напоить взорвавшегося уголовника новичком. Результат-то один – разложение армии. О какой дисциплине, о какой субординации, о достижении каких целей может идти речь, когда сама армейская верхушка занята не прямыми обязанностями, а спихиванием ответственности? Думает, как бы отбрехаться за горы бессмысленных трупов, которые вот-вот возникнут перед контрнаступлением ВСУ. Отдельно, конечно, занятно на этом фоне слушать любые рассуждения, в основном иностранных экспертов, о трансформации России в полноценный тоталитаризм. Друзья, тоталитаризм – это не тот случай, когда безымянный капитан полиции может стругать себе палки поиском по слову «война» во ВКонтакте. Тоталитаризм – это жесткий государственный монолит, особенно жесткий, когда дело доходит до управления вооруженными людьми. Эта же война войдет в учебники политологии как эталонный пример по уши коррумпированной клептократии. Клептократии, построенной на вранье и некомпетентности.
которая может творить чепуху любого порядка, которая может развязать фронтальную войну, выдавить из страны и пересажать своих оппонентов, но никаким тоталитаризмом она от этого не станет. Она останется по уши коррумпированной клептократией. Просто то, что в мирное время лежало под спудом, было умолчанием и догадкой, полезло из всех ушей во время войны. Разве никто не понимал, что дворцы и яхты генералов и министров не могут существовать в одной вселенной с нормальной армией? Да все понимали. Не понимали только масштаб, только степень деградации. Спустя 14 месяцев войны, в которую хватило глупости залезть, стало понятно все и всем. Сколько ни штрафуй, сколько ни сажай людей, но никто не способен сегодня дискредитировать российскую армию больше, чем она сама. Происходящее дает нам понять, почему ожидание наступления повергает российскую сторону в такое уныние и такой трепет. Все понимают, что проблемы российской страны не ограничиваются снарядным голодом, дефицитом техники и некомпетентностью генералов. Все понимают, что российская армия будет встречать украинское наступление практически без командования. Точнее, с массой разного командования, задача которого не помогать друг другу в обороне, а максимально подставить конкурента. Наконец-то решить, кто здесь главный. И, может быть, руками украинской армии в том числе. Понятное дело, что им всем абсолютно плевать на Бахмут, на Мелитополь, на Мариуполь, на Донецк с Луганском. На солдат их, конечно. От того, чей флаг будет висеть над областной администрацией, ни у кого яхта не уменьшится и золотой унитаз не осыпется. У всех этих командующих есть существенно более важный вопрос. Кто будет главным менеджером Путина по войне? Кто будет распределять ресурсы? Кто будет зарабатывать? Кто будет близок к телу? Министерство обороны и Вагнер не заинтересованы в успехе друг друга. Это парадокс, но если вдуматься, то ровно так и есть. Вагнер заинтересован в том, чтобы Украина успешно наваляла регулярным российским войскам, ведь тогда станет очевидно, что армия ни на что не годна и что воевать умеет только Пригожин. Армия же заинтересована, с другой стороны, скормить украинцам Вагнер, чтобы избавиться, наконец, от этого клопа на своем теле. Успешная оборона сохранит статус-кво для всех, потому что победителей не судят. Но этот статус-кво никого не устраивает. Остаться может только кто-то один. Если это не получится сделать путем общения с Путиным через ролики в интернете, то горькое и явное поражение одной из группировок неизбежно решит вопрос. Вот в таком состоянии, в состоянии, когда разные российские армии ненавидят друг друга больше, чем противника, Россия входит в самый, видимо, жаркий месяц этого года. А то и всей войны. Наблюдать за этим дико, но это факт. Украина же при этом всем планомерно и с виду довольно спокойно продолжает подготовку к освобождению своих городов и территорий, находящихся под оккупацией. На фоне путинских генералов и уголовников украинское руководство выглядит как совершенно из другой вселенной. Мы не можем точно знать, что именно произойдет, когда Украина пойдет в атаку, но по имеющимся публичным данным можно предположить, что для российской армии хорошего ничего не произойдет точно. До завтра.